Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале. Сегодня у нас прогноз на август 24. Сегодня нас сопровождают звуки наших братьев разумных дельфинов. Не знаю, будет вам слышно это сильно или нет, но меня это вдохновляет. Овны, с чем вы заходите в август месяц? Четверка мечей и туз жезлов. В целом это очень хорошая комбинация, это очень твердая, спокойная и, я бы даже сказала, уверенная такая позиция входа в август месяц. То есть вы как будто бы для себя приняли некое решение, и это вас внутренне и гармонизирует, и успокаивает. Это дает вам некое понимание нового начала. Но между тем, четверка мечей, да, она говорит, что каких-то таких киданий из стороны в сторону у вас нет. Вы довольно-таки уверенно и спокойно, но вместе с тем и по тузу жезлов с неким таким мощным импульсом заходите в август месяц. Что показывает на август? Королева мечей и паж пентаклей. Это говорит о том, что в первую очередь в этой колоде по королеве мечей вполне возможно какие-то судебные вопросы, да, или какие-то спорные вопросы, решение этих вопросов. И как бы там ни было, даже если это так, да, по пажу пентаклей, здесь будет некая такая благоприятная для вас обстановка, и в целом вы как-то очень благополучно и хорошо выйдете из этой ситуации. Но благодаря себе, да, по пажу пентаклей, благодаря себе, то есть какому-то вашему действию, какой-то вашей идее, возможно, какой-то вашей стратегии, которая вдруг придет. Это все идет из творческого вашего начала, то есть из вашего источника, потому что вами будет руководство, как бы вами будет руководить именно ваша энергия, присущая вам, да, творческая энергия. Вот весь август вы будете как бы находиться вот в этом импульсе. Здесь очень важно понимать этот импульс и не препятствовать ему, потому что вот эта энергия, она будет вам помогать, она будет вас вести. Ваша задача доверять этому импульсу, доверять себе. И вот здесь у вас будут некие такие правильные, опять-таки, действия, которые начало черпают именно из этого импульса вашего, из источника, то есть из вашей интуиции, если хотите, да, если совсем плоско говорить. Плюс к этому по королеве мечей это вполне возможно некая женщина в августе, которая как бы играет роль, да, вот этой вот королевы мечей, то есть некой такой холодной, отстраненной, закрытой женщины. Но в любом случае она выходит как некий шанс для вас, причем очень ценный. То есть это некая ценная женщина, которая в августе или появится, или проявится, или женщина, о которой вы думаете, неважно здесь мужчина, женщина, да, но в августе какая-то появится женщина, на вид она будет холодная, отстраненная, но для вас она будет иметь большую ценность в целом,
как бы и на сейчас, и на будущее. Опять-таки здесь некое новое развитие, некое новое начало, которое вдруг вам как-то захочется возобновить, да. Вот мне здесь хочется сказать почему-то, что в августе у вас проснется ваша вот эта вот упертость. Здесь вот как рогами упереться во что-то, да, то есть нет, будет так, как я хочу. И это вас сподвигнет к каким-то действиям, то есть это как будто бы вас внутренне перевернет. То есть как будто было такое время, что вы ну нет и нет, да, ну как бы отступали. А здесь вас как будто бы перевернет, и вам захочется упереться рогом и сказать нет. Значит, мне нужно идти другим путем, значит, мне нужно искать какие-то другие варианты с чем-то или с кем-то или как-то, да, то есть искать новые какие-то пути подхода. Причем здесь, если это как бы вопросы какие-то судебные, вы упретесь рогом, да, или какие-то там дележка чего-то, и будете, используя свой творческий потенциал, вы как бы будете искать разные варианты, и вам это удастся. Сразу скажу, что здесь варианты будут как бы стратегические, но без обмана какого-то. То есть у вас так получится, да, вы будете как бы использовать свои внутренние ресурсы стратегического мышления некого, да, и некого авантюризма такого. Это будет очень такой ценный коктейль. Здорово вам понравится. И если это будет некая такая женщина, которую вам захочется как-то, не знаю, покорить или как-то захочется быть с ней, да, почему-то понравиться ей, то есть как-то произвести впечатление. Здесь тоже вы упретесь рогом и скажете нет. И вполне неважно здесь, будете вы проявляться к ней как мужчина к женщине или как женщина к женщине, в том смысле, что здесь человек может быть профессионал, да, может быть вы решите устроиться на работу, повысить свой уровень, и вдруг этот человек скажет вам нет, вы нам не подходите, да, вот эта женщина. И вы упретесь рогом и начнете из кожи вон лезть для того, чтобы сказать нет, я достойна или я достоин. Вот здесь вот как-то так. И это поменяет вас внутренне, то есть вы расширите свои границы. Начало, может быть, вы будете это не осознавать, но потом вы выдадите в итоге такое, что от себя не будете ожидать. И вдруг подумайте, насколько действительно как бы вы можете, да, то есть вы раздвинете здесь свои внутренние какие-то границы. Двойка пентаклей и девятка мечей. Здесь у вас в августе, я хочу сразу сказать и несколько предостеречь. Вы находитесь в очень высоком, на высоком уровне вибраций, да, вот по этому раскладу. И вы встали на некий путь, который вас ведет. Это большая, широкая, хорошая дорога. Но по причинам того, что еще до конца не отпущены страхи прошлого, опыт прошлого, то есть прошлой личности вашей. И так как вы не видите каких-то вот мгновенных больших результатов, тех, которых вы хотите видеть, да, в августе вас будет как бы желать откинуть назад, то есть здесь вас будет пугать, а правильно ли я сделал или сделала, а правильный я выбор сделал, да, то есть
вполне возможно, здесь будут проблемы со сном. То есть, да, по девятке мечей здесь еще как бы проблемы со сном, плохие сны, либо здесь еще очень интересные сны. Сны, которых не надо бояться. Вообще я вам скажу, что ничего не надо бояться. И что дополняющая карта? Чего? Вот дорогу, да, дорогу. То есть я выбрал дорогу, я на нее встал или встала. Правильно ли я иду по ней? Не позволяйте вот этим старым как бы страхам, опыту прошлого допускать вот эти сомнения и особенно в них погружаться, потому что энергия сомнений, она мега разрушительная, она резко понижает и опускает вообще и человека, и вибрации. То есть стоит только как бы дать слабину в этом, и оно начинает затягивать, вот прям как трясина какая-то. И выровняться уже сложно. Как только вы начали сомневаться, ловите себя за хвост, говорите: нет, нет, я выбрал, я встал, или я выбрала, я встала. Куда приведет, туда приведет, потому что вы стоите там, где вы должны стоять. Вот опять-таки маг и пятерка мечей. Здесь они говорят о том, что все-таки в августе у вас будет ключевой момент избавления от опыта прошлого, причем прошлого негативного, от старых шаблонов, которые у вас есть, что должно быть вот так, вот так, вот так, да. И если идет как-то не так, то это что-то неправильное. Нет, ничего, что было раньше, ничего уже не будет так, как было. Вообще в целом и у каждого человека, и в целом у человечества ничего так не будет. Все будет идти иначе, все будет идти истинно так, как оно задумано. То есть это идет выравнивание энергий, выправление. То, как мы жили, то, как мы понимали эту жизнь, то, как нас научили, это искажение. И эти искажения должно исправить. И каждый, он будет эти искажения исправлять в себе, и в целом от этого будет исправляться и пространство, перепрописываться. Вот эти разочарования, не позволяйте им себя вовлекать в переосмысление, в какие-то домыслы. Маг здесь показывает и говорит о том, что вы входите в полную силу. Дополняющая карта, да, сила, которая говорит о том, чем больше вы будете идти, продвигаться и избавляться от страхов прошлого, от тех программ, которые у вас есть, тем больше вы будете наполняться и раскрываться своей собственной силой, то есть того источника, который есть в каждом из вас. Сомнений прям не допускайте. Не то чтобы не допускайте, здесь важно осознание, да, то есть как только это может произойти, как бы, ну, само собой, хандра какая-то, да, здесь не столько важно как бы недопущение, сколько важно осознание, то есть вдруг вас посетили сомнения, вы что-то там задумались, призадумались, уныли, и как только вы себя поймали, осознались, блин, стоп, что я делаю? Какие сомнения? Пошло все к черту. И понимайте, что сомнения – это точно такая же ложная программа, как и любая другая ложная программа. И здесь вы можете говорить: я отвергаю все ложное от себя, да, я принимаю только истинное. И так можно как бы вот это вот через отвержение ложного любую программу из себя вычищать. Здесь важно осознавать, ловить себя и как бы уходить от этого, да, через как бы выметание из своей системы вот этих программ. Что говорят дополняющие карты? Дополняющие карты говорят, что у вас будет некая неожиданная, вот эти две пары говорят, что у вас будет некая неожиданная какая-то
перемена в вашей профессиональной деятельности. То есть здесь как будто бы нежданно-негаданно а, знаете, у кого-то здесь может происходить некая смена, не хочу сказать работы, да, но это вполне возможно. Здесь что-то другое. Может быть, здесь повышение, а может быть, здесь некое перемещение, да, то есть вы пребывали в одном месте работы, да, то есть в неком одном подразделении, и вдруг вас переводят в другое подразделение. Как бы здесь не сыграла вот эта вот перемена, да, но эта перемена, она благая для вас. Это перемена, которая говорит о том, что вы выросли, и это шанс для того, чтобы выросли дальше. Но знаете, что еще мне идет? Вот какой-то момент обалдевания, то есть некое неожиданное либо предложение, либо какое-то рассмотрение, и вы обалдеете. То есть вы как будто бы не думали, не ждали, не гадали, ну как бы работаю и работаю, и вдруг что-то такое, ну мне видится некий здесь масштаб. На каком бы уровне каждый из вас ни находился, этот масштаб, он как бы в 2 раза больше вас, настоящего. И это очень как бы большое такое пространство для роста и расширения. Для роста и расширения. И здесь будет соответствие и работы, и как бы вознаграждение за это. Почему-то мне хочется, не знаю, как-то... Это по страшному суду. Это по страшному суду. Здесь очень интересно. Смотрите, причем я взяла даже другую колоду. Ну, королева чаш. Это говорит о том, что это будет по справедливости, воздаяние. Воздаяние, и королева чаш в данном случае говорит о том, что вы сделали правильный выбор. Правильный выбор, который поставил вас в нужном направлении, то есть вы идете ведомые сердцем, вы раскрыли свой сердечный центр, вы доверяете себе, как бы там ни было, боюсь, не боюсь, но я иду туда, куда меня тянет, да, туда, куда я чувствую, мне надо идти, да, я не знаю, что там, да, я как бы вообще, как будто бы иду в темноте, но вот ведомые сердцем, и именно это как бы дает вот этот вот воздаяние, да. В вашей жизни появится человек, который как-то легко войдет в вашу жизнь. Либо это ожидаемый человек, да, либо это некто новый, кто вдруг легко зайдет, и такое ощущение будет, как будто он был здесь всегда, как будто бы он в вашей жизни присутствовал всегда, этот человек. Здесь у каждого по-своему этот человек будет, у кого-то этот человек для это в любом случае для отношений, да, сейчас у нас идет как бы разблокировка и гармонизация именно человеческих взаимоотношений, таких, каких они должны быть. То есть здесь для кого-то проиграются отношения дружеские, причем истинно правильные, красивые, достойные. Либо это любовные отношения, либо это как отношения коллег, да. Но коллег здесь не вписывается в это, потому что все-таки здесь
либо дружба, либо отношения, либо вообще все вместе. И очень легко будет с этим человеком. В общем, в вашу жизнь придет именно тот человек, которого вам не хватало, как будто бы. Вот каждый из вас что-то просил, да, или кого-то просил. Человека, друга, подругу. И вот этот человек в вашей жизни появится. Будет, конечно, у кого-то в августе некое выяснение каких-то вопросов, связанных с долгами, что ли. Но оно будет как-то идти фоном. Здесь главное не придавать этому силы, то есть не придавать этому внимания. Это как будто бы некие отголоски прошлых жизней. Здесь кто-то вполне возможно в августе захочет вас вывести вот из этого какого-то благостного состояния. Вы кого-то бесить будете, да? Что у вас все так вообще прекрасно, что вы все ходите так светитесь. Вот. И будут вам говорить, что благодаря мне ты там что-то добился или добилась, или ты там забыла, или еще что-то, да. А вот здесь вот не давайте этому ход. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Вам даже не обязательно на это отвечать. Даже лучше будет вообще на это не отвечать и не цепляться, потому что именно с этой целью будет как бы начат этот разговор для того, чтобы зацепить. А вы можете просто развернуться, уйти, не говоря ни слова. И это будет для вас самое лучшее. Здесь я еще попросила карты космические посмотреть, что вам скажут они на август месяц. Вот здесь вот они, в общем-то, как бы повторяют, дублируют, да, то, что уже сказано. Ты определил для себя путь, да, ты определил для себя путь, ты вот идешь по этому пути. Пускай на этом пути тебя ничто не пугает. Вот это для тебя не препятствие. То есть вот этот вот какой-то страшный, да, казалось бы, каменный человек, каменное какое-то чудище, оно тебе не является препятствием. Пока ты идешь спокойно и бесстрашно, оно для тебя не является препятствием. Вот эта карта, она говорит о воссоединении, да, об объединении. И здесь об объединении как с самим собой, то есть выстраивание единой системы, да, вот этой вот сборки каждого. И также выход у кого-то, да, кому это как бы идет по этой дороге, кто этого просил. Воссоединение с себе подобным, с человеком близким по духу, с человеком близким по ценностям, близким по задачам на воплощение. Что еще они говорят? Это то, что момент такого как бы отрыва, да, от прошлого, он произошел. И вот этот вот момент некой такой невесомости, да, он тоже пройдет. Сейчас происходит некий, опять-таки, старт в новое там, где ты должен будешь, не то что должен будешь, тебе будет как бы все внешнее пространство, оно будет этому способствовать. Чинить то, что сломано, то есть и себя, и свою систему. О чем это говорит? О том, что у кого-то изменится образ жизни, образ питания. Здесь однозначно меняется образ мышления. И это все идет как раз-таки вот эта вот починка сломанного. То есть мы сюда пришли, у нас была целостная некая система, в процессе жизни всю ее вдрызг разломала, и вот это теперь новая пересборка, да, перерождение в материальном,
как бы соединение духовного с материальным планом. Вот духовно ваши вибрации высокие. Теперь они дают отражение на материальный. Именно поэтому меняется у людей и образ мышления, образ жизни, образ питания. И самое главное, что меняется, это отношение к самому себе. На этом я с вами прощаюсь, да? Совет какой? Ну, совет, опять-таки, здесь все, в общем-то, повторяет. Доверяй себе. То есть, да, хандра, она может быть, но это управляемая хандра, это управляемое некое такое нересурсное состояние, да, вот это вот бессилие. Если ты не хочешь хандрить, если ты как бы не желаешь, то не переусердствуй. То есть, если тебе хочется поваляться, поваляйся. Почитай книгу. Не позволяй своим мыслям затягивать тебя в некие круговерть страданий, сожалений, каких-то там размышлений. Почитай книгу или посмотри комедию. То есть ты должен понимать, что ты этим управляешь. И опять-таки не руководствуйся и не позволяй навязывать тебе вот эту вот программу корысти или некой жадности, да? Жадности в любом ее проявлении. Внимание человека, материальных ценностей. То есть это прошлое. Ну, в общем, надеюсь, понятно. Пока-пока. Здравствуйте, дорогие тельцы. С чем вы заходите в август? Королева чаш и туз пентаклей. Вы заходите с любовью в сердце, я бы так сказала. Осознаете вы или не осознаете, это вопрос индивидуальный. Но дело в том, что здесь есть некая готовность. Готовность к некому новому взаимоотношению с жизнью, с самим собой и с другими людьми. То есть здесь есть момент открытости вообще в целом всему. И вполне возможно, что здесь есть люди, которые работали с собой, есть те, которые это осознают, есть те, которые как раз-таки очень серьезно поработали над тем, чтобы отпустить прошлое и быть готовым к новому, быть готовым к новым взаимоотношениям с окружающим миром и главным образом с людьми. То есть здесь избавиться от некого страха, который закрывал сердце. И также здесь еще может быть, что говорит о том, что есть некая любовь поселилась в вашем сердце, да, может быть некий интерес, некая влюбленность, но это более глубинно, чем вы можете себе подумать. Это не просто, то есть даже если это считывается вами как некий интерес или влюбленность к какому-то человеку, это больше, то есть она произошла только лишь потому, что вы в какой-то момент выбрали быть открытым, то есть потому, что вы открыли свое сердце. Это вот именно об этом. Может быть, кому-то надо посмотреть на это более как бы глубже, поэтому они так подробно рассказывают. Туз Пентаклей говорит о ценности вообще в целом этого процесса, который происходит и который необходимо осознавать, так как это будет дальше расширяться. И о новом, действительно новом шансе. То есть это не просто новый шанс, это новая жизнь, которая входит
ваше поле и ваше пространство. То есть это некая перемена. Здесь они подтверждаются мощными двумя арканами. Это страшным судом и шутом. Это все идет по страшному суду. То есть август – это некое начало получения заслуженных плодов. Опять-таки, все взвешено, все взмерено, и каждому будет дано по вере его, по помыслам его, по делам его, да. И вот это вот новое начало. Опять-таки, мы помним, что это старшие арканы, и у каждого это будет иметь свой темп развития. У каждого это будет идти по-своему. Но вот эти карты, они все-таки главнее, да? Они в каком смысле? В том, что они показывают открытость и готовность. Очень важно это как бы у себя провести некий анализ, да? Самоанализ и осознать этот процесс. Десятка жезлов и шестерка мечей. Они говорят о том, что некий тяжелый период, во всяком случае, для вас подходит к концу. И под этим, да, вот здесь вот как бы и страшный суд. Как бы вам тяжело, сложно не было, но вы все равно шли вперед и, в общем-то, вопреки всему. Шестерка мечей, она говорит о том, что с августа месяца вы можете облегчить себе жизнь и посмотреть, пересмотреть, что вы за собой тащите. Потому что здесь есть некая легкость, есть некий выход, во всяком случае, начало этого процесса, да. У каждого это происходит в своем темпе. Это не то, что там завтра проснулся и все, и жизнь удалась. У кого-то может быть и так, но это у единиц. У большинства это все-таки сложный, многоуровневый процесс, который требует определенного времени, да. И как бы там ни было, это облегчение, это уход от тяжести. Вот здесь вот еще дублирует двойка мечей и повешенный, и дополняющие карты семерка жезлов, шестерка чаш и туз мечей. Здесь главное вот это вот, то есть эта карта, это энергия прорыва, это энергия выхода. Как бы тягучим, как бы застойным вам не виделось настоящее, да, в какой бы ситуации вы ни находились, но туз мечей, он говорит о неком прорыве. Плюс вот это вот шестерка мечей. Это начало движения. Да, здесь есть некий груз, десятка жезлов, которая как некий тормоз, она, в общем-то, тормозит это движение, да, она не останавливает, нет, она не может остановить, но она затормаживает. И чем быстрее вы будете осознавать, что тормозит ваше вот это вот начало движения, что тормозит, нам дайте подсказку, что тормозит, на что обратите внимание. Здесь есть некая запутанность, здесь неопределенность с выбором. Есть некий выбор, да, и который вам сложно как будто бы сделать. Здесь как будто бы много мыслей, чересчур много мыслей. Почему?
некий выбор вы сделали правильно, да, то есть вы решили идти туда, куда вас зовет ваше сердце. Вы хотите, то есть вы открыты, да, вот вы пришли к тому, что вы открыты к взаимодействию, к новому. Вы избавляетесь от страхов. Здесь вопрос в том, что я хочу, кого я хочу, куда я иду. Вот и большое количество мыслей, оно как будто бы вас тормозит. Как будто бы вас тормозит. Здесь еще, знаете, такое ощущение, как будто я хочу все и сразу. Это не является препятствием к тому, чтобы идти. Просто если я хочу все и сразу, то ты должен быть готов, что пространство многоуровневое, оно подстраивается под твое. Плюс к этому здесь есть еще некие такие моменты выбора, когда ты не соглашаешься на нечто меньшее, потому что ты хочешь все и сразу. То есть здесь должно быть подтверждение еще некоторыми выборами и твоими проявлениями в жизни. Либо здесь запутанность. Я хочу богатого или я хочу любящего человека, да, в своей жизни. И вообще, как я хочу, я не знаю. Здесь должно быть некое такое более четкие параметры, да, заданные пространству. Ну и как раз-таки десятка мечей в этом контексте, она выходит беспорядочными мыслями, которые нагромождены шаблонами, которые нагромождены какими-то фантазиями, может быть, да. Вот здесь нужно провести эту ревизию, потому что это нужно сделать именно в августе. Движение, оно пойдет либо с вами, либо без вас в любом случае. Вот эта вот энергия, да, шестерки мечей, она показывает, что движение в любом случае пойдет с вами или без вас. Вас будет тащить либо как некую такую каменюку, которая в любой момент может там оторваться, да, с троса, улететь куда-нибудь в кювет. Либо вы можете как бы идти в этом потоке, не сопротивляясь, понимая, куда вы идете. Я надеюсь, что это понятно. Дополняющие карты о чем говорят? Они говорят о некой неожиданности. Знаете, вот здесь вот шестерка мечей, она опять-таки дублируется. Дублируется здесь некая неожиданность, нежданно-негаданно. Вполне возможно, здесь банально. Здесь банально вас куда-то пригласят неожиданно поехать. Кто-то это может быть поехать там на отдых, на море, какая-то такая отдыхательно-развлекательная поездка, да. У кого-то это может быть, не знаю, посещение, там, поехать куда-то в гости. Здесь с этой дорогой очень интересная какая-то ситуация идет. Почему? Потому что это все еще коррелируется вот с этим. Как будто в этой дороге вы встретитесь с прошлым. Встретитесь с прошлым, которое и даст вот этот вот некий прорыв. Но по какой-то причине вы первоначально будете как бы шарахаться от этого. Вот оно к чему. Вы как будто бы от этого будете как бы шарахаться, и почему-то вы как бы истинные свои чувства, истинные свои ощущения
будете принимать за иллюзию. Вот здесь вот такой вот каламбур, вам нужно будет разобраться в этом. То есть те фантазии, которые у вас есть в голове, вы их воспринимаете как истинно, так, как я хочу быть. Но это фантазии, а то, как оно случится в жизни, и это будет связано с дорогой, вы столкнетесь, но это будет что-то очень фантастическое, и у вас, внутри вас возникнут истинные чувства, и они будут такие какие-то мощные, что это вас напугает настолько, что вы начнете себя уговаривать, что ну нет, это так не может быть, это какая-то вообще фантазия, это не можно. Вот здесь у вас будет некая путаница, в которой кроме вас никто не разберется. Здесь нужно будет отделить истинные фантазии, которые вот вас тормозят, да, в которых вы сейчас пребываете, и то, что с вами будет в августе, когда вот этот будет какой-то мощный внутренний отклик на человека, на ситуацию, вообще в целом, не только на человека. Вполне возможно, вам может показаться, что вам это снилось, или у вас будет какой-то эффект дежавю. То есть, и оно будет настолько мощным, то есть это вот прям какой-то, аж прям перехватывает дыхание, да? Вас это напугает. Вот здесь в августе вам нужно будет это как бы разобрать и выяснить без обмана самого себя. Потому что то, как есть, вот это ваше намерение, да, вот я теперь понимаю. То есть вот это ваше намерение, это ваше желание быть открытым, быть в любви, как бы быть с теми, кто мне соответствует, да, и вы готовы открыть это сердце, то есть вы открыли. Все, что дальше происходит, это происходит по страшному суду. Согласно вашему выбору, в вашем пространстве начинают происходить события, которые должны убрать из вашей системы то, что мешает исполнению этого намерения, и привнести то, что соответствует вашему намерению. Понимаете? Очень будет интересный как бы август для вас. Но вы почему-то захотите бежать. Я не знаю, что так вас сильно напугает. Или вот этот внутренний какой-то отклик. Или, не знаю, может там суеверный кто-то из вас чересчур, да. Но вам захочется почему-то закрыться от этого. А от этого закрываться нельзя, потому что это истинное. Что говорят космос, да, что космос для вас говорит на август? Что ты стоишь на пороге нового мира, своего дома, тот, который ты просил. И есть момент начала вот этого движения, идти туда, куда ты просил. Здесь вот эта карта, это как бы карта потери, да, это как бы пережить потерю. В нас глубинно сидит неосознанно некий страх потеряшки. Ну, по разным причинам, да. Так вот, здесь вполне возможно именно этот страх вас вдруг как бы, ну, напугает, что вам захочется бежать. А здесь бежать как бы, ну, некуда и незачем. Здесь нужно открыто как бы провести вот этот анализ, что это за отклик, что это интересное такое с вами произошло. Вот эта карта и говорит, что здесь нужно опираться только на свою внутреннюю мудрость, а не на внешние манипуляции и не пытаться обмануть самого себя. Интересный будет у вас август. Захочется вам обратную связь дать, буду рада. Пока-пока. Здравствуйте, дорогие близнецы. С чем вы заходите в август месяц?
Туз пентаклей и четверка чаш. Оно говорит о том, что вы заходите что вы воспользовались своей возможностью, что вы готовы воспользоваться возможностью, которая предоставляет вам пространство. Но просто вы пока по четверке чаш не знаете, как этим воспользоваться или правильно ли вы делаете. Но здесь очень интересное сочетание двух этих энергий. Вам необходимо больше доверять себе, потому что вы сделали для себя некий выбор. То есть вы определились. Вы определились. Вам может быть как бы неосознанно страх, да, говорит, что я не знаю как и насколько это правильно. Но дело в том, что вот здесь вот в четверке чаш, да, есть то, что вам дается. Вам просто нужно больше доверять себе. То есть больше доверяйте именно тому течению событий, которые идут в вашей жизни. Вы сделали некий правильный выбор, вы воспользовались этим шансом. Не позволяйте своим страхам отодвигать вас куда-то назад в какое-то вот уныние того, что я как бы не вижу возможности для реализации этой возможности, да, как бы это каламбурно не звучало. О чем вот они говорят дальше? Август, тройка пентаклей и звезда. То есть это новое начало, которое ведет вас к своей мечте, к вашей мечте, да. И это открыто полностью, то есть там нет никаких препонов. И их не будет, вам будет идти на этом пути легче, если вы будете вот доверять этой волне. То есть доверять тому, что вас внутренне ведет. Четверка чаш, она какой здесь есть подводный, да, такой камень? Это возможность впасть вот в некое уныние. Я не знаю, да, я не вижу, да, ты не видишь, но ты должен довериться вот этому течению, которое тебя как бы вынесет туда, куда тебе нужно. Ты сейчас не видишь. Доверяя вот этому движению, вот этим событиям, да, идя как бы по течению, тебя вынесет в нечто новое. По этой паре я скажу, что это новое начало, новая работа, новый коллектив, новое окружение, новое место. И там, где вам нужно быть. Вот об этом говорит как раз-таки звезда. Это не фантазии, это не что-то эфемерное. Нет, это именно тот путь, то новое начало, которое вас приведет туда, чего вы хотите. Шестерка мечей и туз мечей. Очень мощное сочетание. Это прорыв, причем очень мощный прорыв и очень какой-то такой довольно-таки стремительный. То есть это явное движение. Вы отправляетесь в путь. Кто-то отправляется в путь как бы физически, да. То есть это перемена места работы, места жизни. Это смена вашего как бы прежнего состояния на новое состояние. И вот эта перемена, она в любом случае приведет вас к звезде, да, то есть к вашей мечте. Плюс к этому это раскрытие вас самих, то есть вашего внутреннего огня,
может быть, даже и пока это неосознанно. То есть вот в чем здесь самый главный посыл, что ты встал на дорогу, ты принял какое-то для себя решение двигаться, да, и ты движешься. Не позволяй унынию тебя тормозить, не позволяй. Вот это раскрытие твоего творческого потенциала, то, что будет тебя гармонизировать, это новое начало, это приход к гармонии. Плюс по этим картам я скажу, что здесь вполне возможно найти нужного человека. Да, здесь у нас король выходит, но это не обязательно может быть мужчина. Это человек, который, если в вашей жизни в августе появляется некий новый человек, то этот человек, который является вашим как бы инструментом для обретения гармонии и раскрытия своего внутреннего потенциала. Который даст вам возможность раскрыть вашу собственную ценность или покажет вам вашу собственную ценность. Это очень интересный такой процесс. Да, здесь выходит умеренность, но в данном случае она может говорить о том, что это процесс, он вполне возможно не быстрый, вот это восстановление нового. Но у кого-то он будет протекать и стремительно. Здесь в зависимости от того, на каком уровне каждый из вас находится, я бы так сказала. Первая линия, она очень мощная, и она действительно, вот это сплетение энергий, оно дает эффект некой такой волны, которая вас будет вести, нести. Здесь главное не высовывать ни рук, ни ног и не идти против течения. Вы уже для себя определили направление, вы уже совершили некое действие. Да, вас может, заходя в август, несколько коробить, страшить, насколько вы, в общем-то, правильно выбрали направление. Но это нужно оставить. То есть просто запретить себе об этом думать. Куда вынесет, туда вынесет. Дополняющая линия, она говорит о том, что вам будут препятствовать. Препятствовать что? До начала вашего движения здесь выходят некие внешние манипуляции со стороны вашего прежнего окружения, да, то есть или прошлого окружения. То есть тех людей, которых вы хотите оставить уже в прошлом, от которых вы хотите уйти. Да, это могут быть и родные, и близкие, но вы от них хотите уйти, вы хотите от них как бы отцепиться уже. И здесь может быть вот это вот сопротивление в плане того, что куда ты собрался или собралась, или что там, кто там, какие-то доводы приводить. Это будет вас очень злить. Вполне возможно, это сейчас вас очень злит. Опять-таки, здесь нужно к этому легко относиться. Еще раз хотят сказать, что ты стал именно туда, куда тебе нужно идти. Просто верь себе, как бы будь на этой волне.
И чем легче вы будете относиться к окружающим вас событиям, чем проще, тем легче вот эта волна вас будет нести. То есть тем меньше будет сопротивления и меньше будет препятствий. То есть и здесь должна быть простота. Здесь должна быть простота и легкость. Потому что да, действительно, это некий новый путь. Да, это прорыв. Да, это какая-то кардинальная перемена в вашей жизни. Но это та перемена, которая дает вам то, что вам нужно, то, что вы хотите. И поддаваться вот этим вот манипуляциям внешним не стоит. Не стоит, потому что это пусто, потому что это мелко, потому что это противодействие, оно как бы должно вас сделать сильнее. То есть оно должно укрепить вас. Вы должны махнуть рукой и сказать каждому свое. Хотите сидеть на жопе ровно, сидите, вам никто не мешает, вас никто там не сковыривает, никто никуда не приглашает, не зовет. У каждого свой путь, у каждого свои задачи, своя абсолютно свой мир. Да? И вот вы сейчас вышли на ту дорогу, на которой вы готовы, хотите, у вас есть желание, мощь, импульс воплотить этот мир и быть в нем, в этом своем мире. То есть здесь не нужно как бы фокусироваться на каких-то суждениях тех, от которых вы хотите уйти. То есть вы уже побыли в этом, вы уже пожили с этими людьми. Вот здесь вот об этом говорит как бы космос для вас, да, что вот из сломанного кораблика ты вылетел в открытый космос, да, что ты вышел из того, что сломано, то, что не твое. Ты четко видишь, где ты хочешь быть, куда ты хочешь идти. Да, ты вполне возможно ощущаешь свое некое одиночество, да, внутреннее. То есть, почему ты вышел? Потому что ты чувствуешь, что это не твое место, что это не твое окружение, что это не твой мир. И ты хочешь идти в свой мир. Иди. А вот это вот чувство одиночества, оно дает нам возможность понимать лучше себя и перестраивать себя, перестраивать в первую очередь отношения с самим собой. То есть это неплохо, это благо для каждого. Они говорят, что нет никаких препятствий, что открыто. Твой путь в новый мир, он открыт. Видите? И ты являешься тем самым магом, который управляет этим процессом. То есть все, что связано с тобой, с твоей жизнью, ты с этим управляешь, руководишь, выстраиваешь все сам. И вот это управляемый как бы взлет, да, вот здесь вот, если вы посмотрите, здесь мир, который разрушен. Вот это ваше движение, да, то есть оно управляемое кем? Тобой, потому что нет никаких границ. Почему нет никаких границ? Потому что ты сам так захотел, потому что ты решил идти именно туда, куда ты хочешь идти. Ты для себя определил, что твое место пребывания где-то в другом. Я хочу еще посмотреть.
Здесь совершенно определенно, ты идешь в нужном тебе направлении. И десятка пентаклей, и десятка чаш, она говорит о том, что ты выбрал верное направление. То есть на этом пути тебя ждет успех, тебя ждет удача, тебя ждет то благостное, полноценное бытие, которое ты желаешь, о котором ты мечтаешь. Сила и умеренность вдвойне, да, в сочетании друг с другом, она говорит о том, что сила тебе будет даваться по мере того, как ты будешь избавляться от неких старых своих убеждений и шаблонов, то есть избавляться от прошлого. Ты, если так скажем, ты уехал из одного места, приехал в другое место или перешел там в другое место, да? Так вот, ты не рассчитываешь, что в этом новом месте все будет идти так, как было в старом месте. Нет, это абсолютно новое, и тебе нужно это принять как данность изначально. Избавляться от каких-то своего старого опыта. По мере того, как ты будешь избавляться от этих старых программ, тебе будет заходить сила. И опять-таки здесь будет даваться все по правосудию. Опять четверка мечей говорит о том, что все может быть не так быстро, как ты себе это представляешь, или вообще не так будут складываться обстоятельства, как ты себе это представляешь. Но здесь опять-таки главным образом выступает вот эта вот волна. То есть тебе нужно быть готовым принимать жизнь, обстоятельства именно такими, какие они есть. Когда ты будешь там, я хочу именно вот так, да, я хочу именно там, не знаю, жить в сиреневом доме, а тебе дают дом, но он желтый. И ты говоришь, блин, я не хочу жить в желтом доме, я буду сидеть и ждать, когда мне дадут сиреневый дом. Нет. Если тебе дали желтый дом, значит, ты должен жить в этом желтом доме. Если ты будешь говорить нет, это значит высовывать руки из идущего поезда, которые могут оторвать, я не знаю, там, ближайшим столбом. Вот о чем говорит это. То есть ты должен быть в доверии, ты стоишь правильно. Но идя в этот путь, будь готов принимать именно так, как идут тебе, потому что это будет наилучшее для тебя. Вот это вот полное доверие и отпускание. Ну так и так. Хорошо, значит, мне так нужно сейчас. Я просто этого не вижу сейчас, я просто этого не понимаю. Значит, мне так нужно, да, значит, так должно быть. И вот тогда на твоем пути и не будет этих как бы препятствий, либо их будет гораздо меньше, они будут происходить гораздо, ты будешь эти препятствия проходить гораздо легче, или вообще легко будешь их проскакивать, или будешь их обходить. Это быть в волне, в течении, да, когда вот эта вот река, она сама обходит эти преграды легко и незатейливо. Вот о чем они говорят. То есть доверять этому. Ну и вот совет какой. Опять-таки, ты возвращаешь себе свое собственное состояние, истинное свое состояние, да, у тебя идет большая перемена сейчас. Но эта перемена дает тебе ту силу, которая спит в тебе, которая в тебе дремлет.
ту мощь, которая в тебе дремлет. Надо доверять этому процессу. И с августа он начинается. У кого-то вполне он активно начинается. Но опять-таки здесь упор делают на то, да, что будь готов доверять именно тому, как оно идет. То есть ты сел на плот и, в общем-то, доверяй этому течению. То есть пускай вот это твое движение будет легко управляемым этим течением, чтобы твой плод, в общем-то, легко и непринужденно шел по течению этой реки. Ну, как-то так. Здравствуйте, раки. С чем вы заходите в август месяц? Иерофант и семерка чаш. Вы заходите с неким желанием, да? По иерофанту это какие-то ценности, которые либо есть в вашей жизни, либо вы хотели привнести в свою жизнь. Ну, вполне возможно, что чего-то вам не хватает, да, может быть, какой-то правильности, какой-то целостности, и вы об этом как бы мечтаете, да, либо фантазируете. Ну, может быть, это примитивно, кто-то хочет создать семью или жениться, выйти замуж, родить детей, не знаю. Здесь может как бы в физической плотности быть именно так. Но здесь чего-то не хватает именно вам. То есть не в физической плотности, это оно может выражаться так, да, то есть семерка чаш это больше про некие такие фантазии, которые как бы не совсем соответствуют истинным вашим желаниям, то есть это когда человек не до конца понимает, что он на самом деле хочет, к чему его сподвигает его внутренняя, как бы, внутренняя некая потребность, которую он не может считать. Здесь у вас курс на нечто ценное, и вы себе это ценное рисуете, что вот если я там выйду замуж, то прибудет со мной там счастье, да, то я получу вот именно то, что я хочу. Или там, если я женюсь, или если я там разведусь, или если там, ну, то есть изменю какой-то свой статус, то будет мне счастье. На самом деле, по большому счету, это фантазия. Вам действительно не хватает чего-то, но здесь важно разобраться, чего именно вам не хватает. То есть вам нужно просто посмотреть, кто рядом с вами находится. Да? Как ориентироваться в жизни и в пространстве, посмотри, кто, в общем-то, рядом с тобой, что эти люди транслируют, и что у тебя вызывает в них, что тебя в них бесит или что тебе в них нравится. То есть это может быть некой подсказкой. Не знаю, кто воспользуется, не воспользуется. Здесь, в общем-то, вы хотите сменить некую свой статус, который вы считаете, что принесет вам счастье. Что будет в августе? Смерть и туз чаш. Здесь смена ориентира. Вот это вот точно говорит о том, что здесь в августе вы захотите, кто-то уже будет, менять некое свое направление на другое. То есть шли вы
в одну сторону, вдруг вы траекторию сменили и пошли в другую сторону. Это не идти обратно, нет. Это просто сменить направление. Это может выражаться в вашей сфере деятельности, это может выражаться в вашем образе жизни. Да, вот здесь вот по этой паре, может быть, вдруг вы осознаете, что на самом деле вы хотите. Да, вот вы там шли, я не знаю, мечтали там выйти замуж. Это, в общем-то, о ценностях, да, об истинных ценностях. Вы думали, что это вам там принесет. Вот вы что-то с собой там поговорили, подумали, разобрали, и вдруг вы осознали, что мне не замуж хочется, мне не хватает любви к самой себе, да, допустим. И вы вдруг меняете это направление, вы перестаете интересоваться там мужчиной, на которого вы были нацелены или намечены, да, и вдруг начинаете интересоваться собой, то есть вы идете в саморазвитие. Вот это смена направления, такая довольно-таки ощутимая. То есть вы перенаправили свое внимание с одного как бы объекта, перенаправили его на себя, на другой, более ценный объект. И это по тузу жезлов вам открывает большой потенциал внутренний, ваш творческий, там, где вы вдруг почувствовали, что вы выбрали верное направление. Это трансформация, да, которая произойдет у вас внутри, она уже происходит. Здесь важно понять, чего на самом деле вы желаете, что у вас внутри такое проснулось, что у вас внутри происходит, что к чему это вас ведет, что вы хотите, в общем-то, да, что это внутри пробуждено в вас и куда оно вас двигает. Оно вас двигает к новому. Здесь очень много, вот и смерть, и шут, да, это новое, но оно идет как бы совместно и параллельно и со смертью, да, и шут. И вот здесь вот еще выходит Луна, которая скрытая. То есть это взаимные процессы, происходящие прям одновременно. И слом старого, и старых привычек, и убеждений, и каких-то стереотипов сложившихся, и фантазий, которые вдруг вы распознаете как фантазии, а не как то, чего я на самом деле хочу, да, и обновление, то есть отказ от прежнего, выход в новое и новое начало. Здесь вас будет, конечно, пугать и штормить. По девятке мечей и пятерке мечей у вас будут всплывать в августе месяце с этими процессами ваши страхи, ваши предубеждения, ваш прошлый опыт. И от этого просто нужно избавляться. Вместе с этим смотрите и по пажу жезлов, и по пажу пентаклей, и по тузу жезлов, и по рыцарю пентаклей. Это все будет идти как бы вообще одновременно. То есть вы осознаете один страх, вы осознаете один стереотип, вы признаете, что что-то было неправильно в вашем убеждении, вообще от него отказываетесь. Вместе с этим к вам приходит нечто новое, то есть новые возможности, новая работа, новые какие-то люди, новые открытия. На самом деле, по большому, как бы по вот этому большому счету, я бы сказала, что здесь все-таки начать больше понимать себя. То есть август для вас это про раскрытие самого себя для себя же самого. Я не помню, что нам показывали на июль месяц, но август это познакомиться с самим собой, это знакомство с самим собой истинным, то, что ты из себя представляешь по-настоящему.
и пространство будет вам в этом помогать через людей, через возможности. Возможно, вы что-то делали и делали это профессионально, но по какой-то причине вы себя или ограничивали от новых каких-то веяний, или боялись как бы перейти на нечто новое, да, а здесь вдруг вам сама как бы жизнь, само пространство предоставляет вот это вот некие новые, не знаю, технологии, новые материалы, новые какие-то программы, которые вы вдруг легко принимаете, начинаете с ними работать, и вы раскрываете и себя, и свой творческий потенциал, и думаете, почему я так долго от этого отказывался, убегал, боялся, что здесь бояться, да? По пятерке мечей это еще пересмотреть свою прошлую, ну как бы прошлую жизнь до определенного момента, ну скажем, до нынешнего момента, и задаваться вопросом, почему я от чего-то так долго убегал, почему я находился долго в каком-то вот в этом закрытом коконе и боялся из этого кокона выйти. А в роли кокона, как правило, у человека выступают это опять-таки страхи, которые берутся из убеждений, из тех навязанных жизненных опытов, которые привносятся нам старшим поколением, да, что вот это вот так и никак иначе, и, в общем-то, все. Хотя все это, в общем-то, один сплошной миф, в который каждый человек волен либо верить, либо не верить вообще, как ему угодно. Перед вами открывается по вот этой вот паре, да, то есть, смотрите, вот это вышли дополнительные, как на девятку мечей, пятерку мечей. Как только вы начнете осознавать свои собственные страхи, вам начнут открываться новые возможности, новые пути, расширение, то, что было от вас скрыто. Почему это скрыто? Потому что у вас слишком много страхов и каких-то убеждений, которые уже давно пора выбросить, выкинуть за ненадобностью и за неактуальностью. У вас здесь открывается, вот я немножко не пойму, здесь либо вы определите, что вы хотите сменить курс, да, про курс уже нам сказали, но она выходит почему-то как некая дорога. Вполне возможно, что в августе кто-то из вас определится, что он хочет вообще изменить свою жизнь настолько, чтобы уехать в другое место, быть в другом месте, сменить работу, то есть какая-то кардинальная перемена. Вот хочу уехать, не знаю, вдруг вы решите из города перебраться там в какое-то тихое, умиротворенное место, да, или уйти в горы, или на необитаемый остров. И в целом это такая довольно-таки масштабная. То есть я что хочу сказать, что вот за этой переменой скрывается очень большая широкая дорога. Она не проявлена в августе, но она как будто находится за завесой этого августа. Все зависит от того, насколько вы будете как бы двигаться в нужном направлении. Здесь знаете, что еще интересно показывают? Вот почему-то для вас показывают то, что вы как будто бы находитесь в таком интересном положении без выбора. То есть как будто бы это некая траншея, да, там нет на ней ответвлений. Вот вы встали на эту дорогу, это истинная дорога, да, и вас как будто бы вот как малых детей отрезают от вариантов, как бы пойти не туда, да, свернуть не туда. Вот именно поэтому и показывают как некую такую, как бы,
канал, да, на котором нету ответвлений. То есть тебе либо идти вперед, либо назад. Ну и назад путь тоже, он как бы отрежется в августе. То есть хочешь ты не хочешь, но вас как будто бы вот прям вперед только двигают и все. Здесь есть вариант стоять на месте, да, топтаться на месте, пока ты как бы не отделишь, что является истинными твоими желаниями, а что является фантазиями, привнесенными из внешнего как бы мира, в котором ты находился. Пентакли и Паж и Рыцарь, они говорят об открытых возможностях, что для тебя нет ограничений именно в твоих истинных желаниях. В фантазиях ты будешь упираться все время вот в стенку, да, ты будешь упираться в стенку, и ничего из этого не будет, топтаться будешь на месте. Но как только ты как бы осознаешь свои истинные желания, цели, задачи, то у тебя начнется вот это вот продвижение. Но оно будет идти через самоанализ, через анализ прошедшего пути, пройденного пути, через просмотр событий прошлого, которые были в твоей жизни, и восприятие их по-новому. Ну, это посмотреть и сказать, блин, все, что было в моей жизни, просто все своевременно, все правильно, не было ничего плохого, было только хорошее, ценное, потому что если бы, там, я не знаю, не попал в аварию, не сломал себе ногу, я бы там обязательно куда-нибудь залез, и, в общем-то, уже все, да, на том бы и песня моя закончилась. То есть здесь пересмотреть все через новое свое восприятие, обновленное. И по-настоящему как бы и поблагодарить, и оценить этот пройденный этап. И уже с учетом этого осознания будет открываться новый путь, и новые возможности, и новый творческий потенциал. Ну, по тузу жезлов я бы сказала, что здесь как будто бы вам захочется что-то делать иное. Вот у меня все равно идет что-то иное, чем то, что вы делаете. Оно может быть связано с тем, что вы делаете, да, сейчас, но как-то иначе. Дополняющие карты говорят о том, что у вас будет август как бы непростым эмоционально, психоэмоционально, потому что здесь у вас будет выяснение отношений. Это опять-таки провокация пространства вашего для того, чтобы вы шли в нужном направлении, для того, чтобы показать вам, что для тебя является ценным, а что уже является как бы, ну, ушедшим, умершим. Оно уже ушло, но по какой-то причине задерживается в твоем пространстве, потому что ты не осознаешь, что это уже прошло, да, что это прошлое. Будут вас выводить на скандал, и здесь у каждого опять-таки своя будет история. У кого-то это личные взаимоотношения, муж, жена, там, дети, родители. У кого-то это коллеги, у кого-то это начальство, у кого-то это партнеры, да, то есть здесь у каждого по-своему, опять-таки здесь будут вам приписывать некие долговые обязательства. Все будет как бы, здесь будет оказываться на вас давление для того, чтобы вы от него вышли, избавились. И это давление будет оказываться через как бы унижение, что ли, да, то есть да кем бы ты был, да где бы ты была, да вот если бы не я, да если ты не будешь здесь работать, нахрен ты никому не нужен, да если там я тебя бы там не подобрал на какой-то обочине, где бы ты там была, или ты бы был, да, то есть вот именно здесь через такую как бы личностную вот
манипуляцию очень сильную, принижение вас, чтобы вы расправили крылья, чтобы как бы прессануть вас настолько, чтобы у вас обратный эффект получился, да, чтобы вы воспряли в конце концов и поняли, что это прошлое, что с этими людьми вам не по пути, что я достоин или достойна большего. И если уже здесь меня как бы не ценят, ну, так что же тогда мы мучаем друг друга? Не то, что друг друга, я себя мучаю, да, потому что я достоин или достойна большего, лучшего. Вот такой вот у вас получится август месяц. И опять-таки здесь не нужно уходить, я именно, именно вижу, что здесь как бы воспрять, да, воспрять духом. Здесь не будет терзаний. Ну вот кроме вот этих мечей, да, о терзаниях ничего не говорит. И то эти мечи, они говорят именно о неком самоанализе, анализе прошедшего, настоящего и своего внутреннего состояния. Я здесь каких-то депрессивных состояний не вижу абсолютно. Вот здесь вот очень четко показано, да, что вот оно, твое прошлое разбитое, это зеркало, оно уходит. В твою жизнь пришло изобилие, легкость, некий авантюризм. Авантюризм в хорошем смысле этого слова, да. То есть ты берешь от жизни все, что хочешь, что можешь взять, опять-таки, в хорошем смысле слова. Это не то, что ты пошел и ограбил кого-то, да. Нет, это все подключается к творческому твоему потенциалу, то есть к разным путям подхода, да, и восприятие с разных точек зрения. Вот о чем это говорит. И тебе это все подвластно. Уход от прошлого и некая такая промежуточная как бы часть, когда идет самоочищение, да, перестройка. Вот я бы так сказала, август для вас. Что говорят космос? Космос говорит о том, что, в общем-то, здесь выход на партнерство в новом мире, который ты видишь, но который еще как бы далек от тебя. И твоя задача быть непритязательным, не зацикленным, не на результате, не на пути, то есть быть легким и непринужденным. Вот танцевать, да, танцуй. Я, кстати, скажу, что это очень хорошая техника танцевать. Танцевать как можешь, сам с собой, наедине, как хочешь. Это позволяет энергиям проходить через тебя. Это как идет некая гармонизация и момент самоочищения. Вот выход как бы в открытое некое пространство, то есть это выскок, да, вылет из прошлого и нахождение в неком таком вакууме. Вот здесь ты в этом вакууме должен кайфануть. Кайфануть как раз-таки от того, что ты как бы меняешь свое восприятие пройденного, себя самого и в целом жизни. Интересный такой, довольно-таки глубокий получился у вас и получится месяц. Хотя внешне, да, здесь вот по внешней линии это будет не совсем как бы приятно, да, что тебя вызывают на какие-то скандалы. Но опять-таки я говорю, это все во благо. Это для того, чтобы прессануть настолько, чтобы получился обратный эффект. Вот так. Здравствуйте, львы. С чем вы заходите в август?
Шестерка мечей и восьмерка чаш. Вы заходите с намерением двигаться вперед, что-то менять. Здесь не просто про дорогу, здесь про намерение изменить текущее положение, то, которое есть сейчас, и то, которое вас не устраивает, да. По восьмерке чаш приходит осознание, что то, как вы предполагали, оно вас не устраивает, или в нем что-то идет не так, как вы себе это представляли. И у вас есть четкое понимание, желание, прям вот упертое, да, намерение идти туда, где будет тот результат, который вы хотите. То есть я спросила, да, что здесь не так. Есть некая... Там, где вам недостаточно, да, то есть так, как вам не хватает. Ну, как это объяснить, на каком бы примере? Вы вышли на определенный путь, и пошло некое развитие, но вдруг оно сложилось таким образом, что ваши ожидания или в то, как вы видите это, не укладывается. И вы здесь рук не опускаете, у вас наоборот появилось еще большее желание найти именно тот подход, именно тот путь, те ключи, то средство, которое вас удовлетворит. А вас удовлетворит тот результат, который вы наметили себе изначально. Просто, может быть, вы как бы рассчитывали, что будет легче, проще, или те инструменты, которые у вас есть, они достаточны для вас. Но это оказалось не так. Я опять-таки скажу, да, что здесь про отношения, здесь про отношения, какие бы они ни были. Личные, рабочие. То есть здесь чего-то недостаточно для получения конечного, нарисованного вами результата. И вы готовы идти и двигаться. Вы, в общем-то, бесстрашно отправляетесь вот в некую дорогу. У кого-то это будет дорога, потому что в дополняющих картах у нас здесь есть дороги. И у вас, знаете, у вас проснулся некий азарт. Вот от того, что вы не получили быстро как-то и скоро того, чего вы ожидали, или вы уже понимаете, что двигаясь вот этим определенным образом, что вы уже не получите то, чего вы хотите, того, чего вы хотите, человека, результата, тех плодов, которые вы хотите, да, то есть вы уже понимаете, что двигаясь вот по этой траектории, там в конечном итоге этого не будет. И в вас проснулся азарт, у вас проснулся вот этот вот мощный огонь, который, да, я как бы не вижу, вас это понимание не отвернуло,
а наоборот придало вам сил. Четверка чаш и паж мечей говорит о прям четком намерении. Да, я пока не вижу той возможности, которую я бы хотел, хотя она есть по четверке чаш. Но я готов учиться, я готов быть как бы и податливым, и гибким. Я готов доверять как бы пространству и тем обстоятельствам, которые будут. Я открыт или открыта, да, к вот этим вот дуновениям ветра, которые будут либо приносить, либо уносить что-то и как-то будут меня нести легко. Здесь есть азарт, и это очень круто. То есть эта энергия, она прям будоражит. Будоражит и воображение подстегивает, и подстегивает творческий потенциал, и заставляет быть более гибким, лояльным, если хотите. Вот не так, ну, надо попробовать вот так, а может быть здесь что-то изменить, а может быть здесь какой-то подход изменить. То есть и включает некую в вас осторожность, что рубить с плеча или делать какие-то поспешные выводы или требовать от кого-то поспешных каких-то вот прям да или нет, это опасно для вас. Опасно для того, что вам могут прям конкретно отрезать и все, и тогда будет, в общем-то, безоговорочно. Здесь вы будете подходить и искать варианты, и главное, вы будете проявляться по-новому. Вы откроете для себя свою новую грань, которая доселе вами не осознавалась. Ну, вполне возможно, у кого-то откроется такая грань, как стратегия, да, просчет там на несколько шагов вперед. И это, между прочим, усилит и раскроет ваши внутренние способности, те, которые у вас есть. То есть это учиться понимать по интонациям, да, считывать человека, или там по движению глаз, или там по каким-то словам, то есть читать и предугадывать, а что будет дальше. И вам будет это нравиться, кстати, вы откроете себя с новой стороны и подумаете, блин, а почему я раньше этим не пользовался, если это так, в общем-то, возможно. Рыцарь жезлов и солнце. Вот это вот как раз-таки про внутренний потенциал, который у вас будет раскрываться. Озарение и ясность, выстраивание некого нового разумного какого-то вертикального понимания себя, что ли. И вместе с этим как будто бы большее чувствование пространства, в котором вы находитесь. То есть здесь как будто бы ваша энергия, она начнет расширяться, да, выходить за пределы. И эта энергия, она будет давать вам обратную связь о состоянии тех, которые попадают в это поле. Здесь у кого-то в августе вполне возможно откроются способности. Способности, они могут быть, как бы здесь обширный спектр, да, но у каждого это может быть какая-то своя способность. Но какая бы эта способность ни была, это про именно чувствование и знание и понимание того, что вас интересует. Люди, обстоятельства, какие-то события. И по-новому это учиться воспринимать во благо себе.
во благо тех целей, которые вы перед собой ставите. Я не знаю, насколько это понятно. Надеюсь, что понятно. Девятка жезлов и императрица. Дополняющая карта тройка жезлов. Как бы там ни было, у вас в августе будет идти некая такая комплементарность, да, то есть некое такое сращивание мечевых и жезловых энергий, то есть огня и воздуха. И это даст вам большую мощь, большую силу, расширение самой себя и приобретение, то есть осознавание тех ключей, которые у вас есть. Это новый путь, это новый подход, это новое самоощущение, это переход на некую новую стадию, на некий новый уровень. Здесь хочется сказать, как бы повзрослеть, да, вырасти, переход на новую ступень. И это будет происходить на таком мощном подъеме, на таком азарте, на таком творческом каком-то порыве, что ну вот просто вижу цель, не вижу препятствий. Верю в себя, вижу цель, не вижу препятствий, да? Вот здесь так. То есть если так я попробовала, у меня там тупик, ладно, значит я туда не пойду, значит надо что-то придумать другое. А чтобы такое придумать? Можно попробовать так, вроде бы здесь как-то лояльненько, вроде бы здесь как-то ничего, хорошо, попробую вот так. Там уже лучше. А если я вот с этим поговорю, может быть, перед тем, как с этим поговорить, мне вот с этим поговорить, прозондировать почву здесь. То есть вот здесь получится, вы выходите на многоуровневость и на многозадачность. И вы этому будете как бы учиться. То есть в любом случае это про открытие самого себя, тех скрытых способностей, тех ключей, которые есть в каждом человеке. И вы это будете применять правильно, именно для себя, как бы используя это именно как ключи к достижению своих задач, своих желаний. И вам это будет даваться где-то легко. Вообще здесь про легкость. Здесь про легкость, азарт и творческий недюжий потенциал. Вполне возможно, что к тому, что вы хотите, вы свои творческие как бы навыки, таланты, способности, опыт не применяли. А теперь вы направляете свой творческий опыт, свои навыки в некую другую область, да, то есть для достижения чего-то другого. Но я не знаю, вдруг вы начнете серенады под окнами женщин петь, да? А женщины вдруг здесь начнут, не знаю, как-то одежду трансформировать, да, то есть без там иголки и машинки швейной. То есть здесь вот что-то очень интересное. В любом случае это пути к неким отношениям. Это путь к человеку, который вам дорог или которые вам дороги. И искать подход к этим людям. Но опять-таки, очень творчески, очень интересно и с большим азартом.
О чем говорят дополняющие карты? Говорят, что здесь есть сопротивление. Сопротивление, которое вам не нравится, это очень как бы резонирует с восьмеркой чаш. В каком плане? В том плане, что вам будут говорить, что этот человек не для тебя, или эта женщина не для тебя, да, или там еще какие-то, в общем-то, может быть, это внутренние, но здесь больше идет с внешней стороны, да, то есть здесь идет давление с внешней стороны в попытке вас отвернуть от выбранного вами пути. Но это будет сделать невозможно. То есть у вас, скорее всего, будет некое разочарование, некий такой недолгий упадок внутренний, а потом у вас проснется волевой столб и упертость вылезет. Дальше пойдет азарт и творческий потенциал. Все это будет подкреплено энергией Солнца, вдохновлено, да, одухотворено энергиями Солнца, которые вы себе скажете: нет, мне зеленый свет, у меня нет никакого другого света, как только зеленый цвет, да, идти вперед, и, в общем-то, все, ни шагу назад. В августе у вас будет, возможно, поездки, но их будет как бы не так. Допустим, если ваша как бы жизнь, она связана с дорогами, с разъездами, переездами, то здесь их будет меньше. И как бы эти дороги каким-то образом, да, вы под, как бы сказать, к своим целям. То есть вы подведете их как бы к своим целям. То есть если там, не знаю, ваша женщина или ваш мужчина живет в определенном там каком-то месте, то вы как бы таким образом устроите свои поездки, что это будет туда, или это будет где-то рядом, или это будет, ну, как-то вот так. То есть с некой такой своей подоплекой. И вам это удастся. Сначала может вам показаться, что это, в общем-то, мало возможно, что это мало осуществимо, но это будет вам возможно, потому что здесь все дороги открыты. И вообще, кому бы вы ни хотели, здесь между вами нет никаких препятствий. Все или те препятствия, которые есть, которые складываются в вашей голове, это только лишь для того, чтобы вы себя вот именно максимально раскрывали. Вот здесь вот идет такое прям раскрытие. Вы сами будете обалдевать от этого. Я понимаю, о чем они говорят. Мне интересно, как это будет у вас происходить. Будет желание обратную связь дать, я буду рада. Плюс к этому в вашей жизни появятся те люди, которые будут вам помогать. То есть у вас появятся помощники. Будут они это осознавать или не осознавать, что они являются вашими помощниками именно вот к вашей цели, да, к вашему мужчине или к вашей женщине. Этого я сказать не могу, но у вас появятся помощники, которые вам будут помогать в виде людей, да, то есть некие такие ваши единомышленники, которые, может быть, вы приятны, дороги, цены, или это будут новые какие-то люди, которые как-то вдохновятся почему-то, или вы их вдохновите, не знаю. Но у вас появятся помощники, которые вам будут помогать создавать некие условия внешние для, в общем-то, вашего какого-то
движения. И вам это тоже будет нравиться, потому что вдруг вы поймете, что действительно нет никаких препятствий, стоит только начать двигаться, и здесь, в общем-то, и находятся и инструменты, открываются, и помощники появляются, да, и все вроде бы складывается очень даже хорошо. О чем говорят звезды? О чем они говорят? Что ты сам являешься, в общем-то, своим осветительным прибором, который сам себе освещает путь, да, во тьме. И, в общем-то, ты смотришь высоко, ты смотришь далеко, просто не позволяя себя сбивать с пути, думая, что это некие фантазии. Это не фантазии. Здесь нужно верить себе. И главное, что ты должен осознать, что ты на самом деле нашел ценность. Что ты нашел ценность. Твоя задача вот избавиться от прошлого, что тебя оттягивает обратно. То есть то, что говорит тебе, это не так. Или это не твое, это не твой человек, это не твоя женщина, да, или это не твое общество, или это не твоя работа. Ты должен от этого как бы уйти, трансформироваться, трансмутировать, да, как бы убрать это и ясным своим взором четко следовать намеченному курсу, не спуская глаз с цели. Что говорят совет, да, какой? Совет: творчество тебе будет приносить силу и менять твою физическую реальность. Почему физическую? Потому что твоя трансформация духовная, она уже прошла. Твоя задача не держаться за прошлое, не держаться за прошлых людей, за прошлые занятия, за прошлые какие-то стереотипы, убеждения. То есть отпускать эти старые программы. Ну и вполне возможно, что, не знаю, здесь пой, танцуй, музицируй. Это будет тебе, в общем-то, в помощь и дополнять, и раскрывать твои, в общем-то, потенциал. Быстрее, лучше, больше. Пока-пока. Здравствуйте, девы. С чем вы заходите в август месяц? 8 чаш и мир. Это стартовая площадка, я бы так сказала, да? То есть эта пара, это некая стартовая площадка. Там, где уже прошлое оставлено позади, это где прошло уже, закончилось и старое, и переходный этап. Это как перерождение и некая база новой жизни, от которой вы пойдете дальше. То есть в данном случае мир — это не переходное состояние, это начало новой жизни. И по первой линии я скажу, все говорит о том, что это как бы некое осознание того, что это база новой жизни. То есть считайте, что там, где вы находитесь, там, с кем вы находитесь, это ваше новое рождение. У вас начинается новая жизнь. Какая ваша задача? Ваша задача следовать своим ценностям, которые вы приобрели на пути вот к этой базе. То есть вносить их в свою жизнь. И понимать, когда у вас начинаются фантазии, когда вы просто мечтаете и знаете, чего вы хотите. Здесь вот такой вот процесс, потому что здесь
как будто бы две абсолютно противоположные стороны, они будут идти рядом для вашего укрепления. То есть это как будто бы некое такое становление, да, вот не ползать, да, вот ребенок родился, здесь как бы от ползания встать на ноги. Вот уже ползание это когда ты о чем-то фантазировал, что не является лично твоим, да, что не относится к твоей структуре, а придерживаться именно тех ценностей, которые ты приобрел, дойдя вот до этой стадии перерождения. Это очень важно, то есть иметь этот ориентир. Девятка мечей и шестерка жезлов. Опять-таки, это укрепление своей победы, осознание своей победы. Потому что ты будешь в августе подтверждать, вот о чем они говорят, да, вот эта вот пара. О том, что ты будешь это видеть внешнее, как бы внешнее пространство, оно будет тебя прям, знаешь, как показывать тебе, от чего ты ушел и где ты находишься. Ну вот, например, к вам пришла подруга или там, не знаю, муж, жена, там, сестра, брат, неважно, да, человек как бы вашего прошлого. Вы пока можете с этими людьми находиться в одном пространстве, да, вы можете продолжать с ними взаимодействовать, но вы находитесь уже в разных мирах, на разных уровнях, но пока что вот эта база, она является как бы вашей, и вы осознаете, что это уже как бы ваша база, вы можете от нее оттолкнуться и пойти дальше. Вот здесь вот как бы закрепление и осознавание. И вот пришел к вам человек и начинает рассказывать вам о, в общем-то, своих желаниях, фантазиях, мечтах. Как, ну вот, хочу там, я не знаю, машину, замок или там богатого принца или там принцессу. И вы вдруг себя ловите на мысли, что это, в общем-то, шаблон, да, что это шаблон, что это фантазия. Вообще человек, он даже не понимает, о чем он там фантазирует по-настоящему, да. И это будет идти настолько как бы четко разграничивающее именно для того, чтобы как бы ваше сознание, оно прям четко осознало ваше нынешнее состояние. То есть это закрепление именно вот этого состояния и уровня сознания. Наверное, так. Вот эта пара, она говорит о том же, да, то есть вот страхи, которые вас больше не, ну вообще не трогают никаким образом, что бы там ни было. То есть придет к вам, там, я не знаю, опять-таки человек и будет говорить, блин, вот ты слышала, что там творится, а если вот то, а если вот все, а если вот так, а вы вдруг ловите себя на мысли, что вам похрену, что вам вообще все равно, что вас это не трогает, вас это не интересует, вас это не пугает никаким образом. Или к вам там, а вот там нечего там есть будет, или там будут еще там что-то там, полки пустые, соль закончится, там, я не знаю, что-то еще. А вы вдруг ловите, что вам это не интересно. Ну, будет и будет. Ну, не будет и не будет. Ну, значит, будет что-то другое. Как-то будет. То есть вы об этом даже и не думаете. Вот что будет главным образом происходить в августе месяце. И восьмерка жезлов и четверка мечей в купе вот со всеми этими, и с влюбленными, и с фортуной, и с рыцарем мечей, оно говорит, что это какое-то такое резкое осознание своей какой-то самодостаточности.
того, что я твердо стою на ногах. Вот этого какой-то внутренней уверенности, что как бы там ни было, я как стоял на своих ногах, я так и буду стоять на своих ногах, да. Если я куда-то захочу пойти, я встану и пойду. И, в общем-то, буду идти спокойненько, не спотыкаясь. А если споткнусь, так и споткнусь. Сам споткнулся, сам встал, сам пошел. То есть вот это закрепление, я бы сказала, закрепление, но уже на новом уровне, на базовом уровне новой жизни. Кого-то будет внешнее вот это вот окружение очень сильно желать расшатать. Да как ты можешь быть таким спокойным? Или как ты можешь на это все так смотреть спокойно? Тебе что, все равно? Или что, ты не переживаешь? Или что, тебе на родню плевать? Или что там еще что-то? То есть вас будут призывать к некой такой совестливости и опять-таки навязывать вам некие долговые обязательства, что ты там должен там за семью рдеть, переживать, или ты должен там родителям помогать, или ты там должен, я не знаю, всем 33 теткам, дядькам, там, не знаю, там вообще всем по гроб. А вы здесь будете как бы вообще спокойно, да, как бы кому я должен, это так сам себе. То есть вы к этому пришли через довольно-таки долгие, и вас не выбить вашу почву, как бы почву у вас из-под ног, да. Но внешнее пространство, оно будет вот вас как-то желать утянуть с этой платформы обратно в болото. Я не вижу, что у них это получится, потому что здесь чувствуется и стержень, и воля, и сила, и вот это осознание этого опыта. Опять-таки я скажу, что здесь про закрепление этого опыта. По вот этой вот карте я могу сказать, что вполне возможно кто-то полетит куда-то, да, то есть это может быть какой-то перелет на отдых, вдруг неожиданно как-то, да. Тот, который, в общем-то, ознаменует и даст старт вот как раз-таки новому обществу, гармонизации вашей жизни, появлению тех людей, которые соответствуют и которых вы хотите видеть и быть, среди которых вы хотите, тех, которые соответствуют вам, вашему уровню. Вполне возможно и так. Но вот в дополняющих картах я этого не вижу. Но это может отыграться и так, что кто-то, в общем-то, полетит на некий отдых. В целом это как бы желать в августе затянуть вас в какие-то бессмысленные разговоры для того, чтобы сбить вас вот с этой вот платформы, сбить с вас вот эту вот какую-то чрезмерную самоуверенность, которую ваше окружение будет принимать за высокомерие. Ну, потому что у них такой уровень развития, да, это, в общем-то, здесь не хорошо, не плохо, здесь нужно на все смотреть именно так, как оно есть. Вот такой у них уровень развития, вот они это так и воспринимают. Что говорят звезды? Ну вот звезды, они, в общем-то, это подтверждают, что ты вышла на тот уровень, вышел на тот уровень, в общем-то, гармонии, света, радости, там, где тебе хорошо, там, где тебе спокойно, там, где ты умиротворен, там, где тебя будет окружать то, что ты хочешь, чтобы тебя окружало, да, то есть соответствующие тебе люди. Здесь они говорят, что нужно будет еще, в общем-то, несколько потрудиться, но опять-таки
потрудиться. Здесь они говорят про то, что тебе еще как бы... Нет, не потрудиться. Это про назначение, да, про твои задачи, которые перед тобой стоят как раз-таки в твоем вот воплощении, да. Для того, чтобы эти задачи выполнять, тебе нужно очиститься как раз-таки вот через это осознание четкое, от чего ты ушел и куда ты идешь. Оно будет способствовать тому, чтобы в твоей жизни приходили те люди, которые соответствуют. Но вот я не вижу именно в августе, что в августе как бы некие новые люди придут. Но вот это, да, которая выпадает на конец августа пара, она все-таки подразумевает некий путь, который ведет вот к новому окружению, да, к тем людям, которые будут соответствовать твоему состоянию и которые будут с тобой как бы на одной волне, и с которыми у вас будут одни задачи. Что в совете? В совете ничего не бойся, иди вперед. И вот эта карта, да, она выпадает уже не первый раз. Вполне возможно, что здесь напрямую говорит о том, что тебе поможет как бы твоему продвижению музыка, может быть, ты играешь или поешь. То есть не просто как бы, ну, кто-то может слушать музыку, да, то есть это будет дополняющая, которая будет и гармонизировать тебя, и раскрывать тебя. Если ты хочешь петь, то начни петь, потому что это очень мощный инструмент, который имеет каждый человек, но почему-то не каждый этим пользуется, да. Это будет давать тебе силу, это будет более... Короче, это будет способствовать очищению как раз-таки от того мусора прошлого. И когда тебе будут говорить и призывать, вот еще, да, что говорят, когда тебе будут говорить, что тебе неинтересно, тебе там то, не нужно как бы конфликтовать с этими людьми, просто говорить так, как оно есть. Да, неинтересно, мне больше интересна моя персона, да, то есть вот так. Я не вижу, что вы здесь будете как-то кого-то в чем-то убеждать, нет, но почему-то захотели сказать именно это, что конфликтовать ни с кем не надо, просто нужно быть спокойным, открытым, и в целом как будто бы при таком люди сами не захотят как-то с вами спорить и конфликтовать. Почему? Потому что идет очень мощная сила от вас исходит. Пока-пока.